В этом ролике я бы хотел рассказать о моем опыте покупки велосипеда с AliExpress. Велосипед поставляется в коробке, упакованный в мешок. Доставка осуществляется из города Уссурийск транспортной компанией. В моем случае это была транспортная компания ПЭК. Как можно видеть, на коробке имеются следы неаккуратного обращения. Упакован велосипед довольно неплохо, и не зря. Внутри мы можем видеть поврежденные защитные элементы. Переднее колесо и руль притянуты нейлоновыми стяжками к раме. Но в моем случае этого оказалось недостаточно. Передний тормозной диск не только повредил лакокрасочное покрытие, но и существенно оцарапал саму раму. Данный дефект я считаю косметическим и уже придумал, как его скрыть. Конечно, в его появлении целиком виновата транспортная компания. Если будете заказывать велосипед этим же способом, советую попросить продавца защитить данное место более основательно. Звук. Коробка Zip была в ужасном состоянии. Похоже, что запчасти изготавливаются на другом заводе и доставляются на место сборки не очень аккуратно. Я уже начал опасаться, что внутри все находится в плачевном состоянии, но все оказалось не так плохо. Алюминиевые педали оказались несколько скользкими, а подседельный штырь довольно массивным. Сиденье жесткое, удовлетворительного качества. Эксцентрик на переднее колесо самый обыкновенный. Также в комплекте шел небольшой набор инструментов, ключ 13х15 и все необходимые шестигранники с отверткой. Мне почему-то досталось два таких набора. Самые обычные крылья из мягкого пластика. На странице товара продавец уверяет, что рама, передняя вилка, вынос руля и педали выполнены из алюминиевого сплава. Сейчас мы это проверим магнитом. Шатуны стальные, а рама оказалась действительно алюминиевая. В этом я заранее убедился благодаря переднему тормозному диску. Подседельный штырь и крепления на нем тоже оказались из алюминия. Как и двойные обода и руль. А вот вилка стальная. Меня это не расстроило, и никаких претензий продавцу предъявлять я не буду. Вынос руля и педали алюминиевые. Благодаря этой транспортной оське с вилкой ничего не случилось. За это отдельная благодарность продавцу. Также хочу выразить огромное удовлетворение геометрией и жесткостью вилки. Честно признаюсь, я не ожидал, что она будет настолько качественная. Деформации или люфтов мной обнаружено не было. Колеса на промышленных подшипниках вращаются свободно. Правда, после установки наблюдается трение тормозного диска о колодки.
На переднем колесе я избавился от этого путем зажатия передних тормозов с последующим закручиванием колеса. На заднем колесе немного выправил тормозной диск вручную. Сварной шов вилки не такой качественный, как на раме, и, похоже, выполнен вручную. Здесь можно даже заметить небольшой непровар. По запорной шайбе, на которой написано Japan, я определил, что сзади у меня установлена кассета, а не трещотка. Наездив на велосипеде несколько километров, я вполне им доволен. Стоит упомянуть, что переключатели скоростей были настроены с завода, но мне был интересен механизм их работы и настройки, и я сбил их и настроил самостоятельно заново. Это оказалось нетрудно. На этих кадрах можно наблюдать качество сварных швов рамы. По моему мнению, они выполнены роботизированной сварочной техникой. Все лишние, по моему, элементы я снял. В дальнейшем я установлю более качественное светоотражательное оборудование. Гидравлические дисковые тормоза работают замечательно. Я пока не стал их затягивать до конца, так как пока к ним привыкаю. Руль и установленное на нем оборудование не вызывают никаких нареканий. Все работает отлично. Переключатели, как передний, так и задний, также великолепно работают. Возможно, они скопированы с какого-то оригинального оборудования. Хочу показать вам работу вилки. На ней имеется блокировка. При своем весе в 60 кг я совершенно не чувствую ее работы на ходу. Не помогает даже имеющаяся регулировка. Но я и не надеялся на хорошую вилку за такие деньги, поэтому катаюсь с блокировкой. В дальнейшем планирую испытать ее на соответствующей местности. Здесь можно наблюдать небольшой люфт в колодках, но я считаю, что это нормально. Как можете видеть, никаких лишних шумов. Торможу я здесь передними тормозами. Повторюсь, они у меня затянуты не до конца, поэтому схватывают не сразу. Переключатели работают отлично на всех скоростях. Хотел задать вопрос знающим людям. Необходим ли какой-то пыльник для защиты подшипников в каретке? Прошу ответить в комментариях. В дальнейшем я планирую выпустить еще несколько роликов по ходу эксплуатации велосипеда. Поэтому, если вас заинтересовало, вы можете найти остальные видео об этом велосипеде у меня на канале. Давай его поставим сейчас на землю.